Май 2025 года откроет перед вами, дорогие козероги, врата в период глубокого самопознания и переоценки ваших устремлений. Космические энергии этого времени могут побудить вас к тщательному анализу устоявшихся принципов и привычных моделей поведения, которые, возможно, уже не соответствуют вашему истинному предназначению. Вероятно, вы столкнетесь с ситуациями, которые потребуют от вас проявления зрелости, ответственности и той самой мудрости, которая так свойственна вашему знаку. Одна из ключевых задач месяца — научиться выстраивать четкие границы в отношениях, не поступаясь при этом своей природной способностью к состраданию и пониманию. Обратите особое внимание на незавершенные дела и эмоциональные ситуации из прошлого, которые могут неожиданно напомнить о себе. Это благоприятное время для того, чтобы подвести черту, простить и отпустить, освобождая пространство для новых, более конструктивных связей и переживаний. Кармическая задача этого периода — принять свой жизненный опыт как ценный урок и двигаться вперед, опираясь на свою внутреннюю силу и целеустремленность. Здоровье и энергия. С середины мая, когда Марс активизирует ваш шестой дом, вопросы здоровья и повседневной рутины выйдут на первый план. Это прекрасное время для внедрения в свою жизнь новых здоровых привычек, будь то занятия спортом, сбалансированное питание или регулярные практики заботы о себе. Прислушивайтесь к потребностям своего тела и не игнорируйте сигналы усталости или дискомфорта. Кармическая задача в сфере здоровья — научиться осознанно относиться к своему физическому и ментальному благополучию, понимая их неразрывную связь. Возможно, вы почувствуете потребность в дополнительном отдыхе и восстановлении энергии. Найдите время для занятий, которые приносят вам умиротворение и радость, будь то любимое хобби, медитация или общение с природой. Уделите внимание качеству своего сна и создайте для себя комфортные условия для восстановления сил. Финансы и материальное благополучие. Середина мая ознаменуется полнолунием в вашем восьмом финансовом доме, что может принести важные события и решения, связанные с общими финансами, инвестициями, вопросами страхования или налогообложения. Возможны как неожиданные поступления, так и необходимость принять важное финансовое решение. Кармическая задача в этой области — научиться мудро распоряжаться ресурсами, проявляя осмотрительность и стратегическое мышление, которые вам так присущи. Переход Солнца в ваш третий дом в конце апреля уже мог активизировать сферу общения и обмена информацией, что впоследствии может повлиять и на ваши финансовые возможности. Будьте открыты к новым идеям и предложениям, которые могут появиться в результате взаимодействия с окружающими. Долгосрочное влияние Нептуна в вашем втором доме в гармоничном аспекте с Плутоном указывает на то, что ваша интуиция и способность к тщательному планированию могут стать ключом к увеличению вашего материального благосостояния в долгосрочной перспективе. Кармическая задача здесь — научиться ценить свой опыт и знания, используя их для создания стабильного финансового фундамента. Присутствие Венеры в вашем пятом доме станет источником вдохновения и радости, пробуждая вашу творческую энергию и усиливая ваше обаяние. В этот период вы можете почувствовать прилив романтических чувств и желание наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Это прекрасное время для новых знакомств, которые могут оказаться особенно яркими и запоминающимися, а существующие отношения наполнятся теплом и гармонией. Позвольте себе насладиться этим периодом расцвета вашей личной жизни, открываясь навстречу новым эмоциям и укрепляя уже существующие связи. Перемещение Марса в ваш шестой дом откроет перед вами новые возможности в профессиональной сфере. Ваша внутренняя энергия и целеустремленность возрастут, позволяя вам с энтузиазмом браться за новые задачи и проекты. В этот период ваша организованность, дисциплина и внимание к деталям будут особенно ценны и непременно приведут к заслуженному признанию и вознаграждению. Не упустите шанс проявить свои лучшие качества и показать свою компетентность. Это также благоприятное время для того, чтобы начать новые инициативы, связанные с вашим физическим и эмоциональным благополучием. Долгосрочное влияние Плутона в вашем первом доме продолжает вашу глубокую внутреннюю трансформацию, которая приведет к значительному росту вашей уверенности в себе
и более ясному осознанию ваших истинных желаний и жизненных целей. Позитивные изменения, происходящие на глубинном уровне вашей души, будут способствовать обретению внутренней целостности и помогут вам более эффективно реализовывать свой уникальный потенциал. Вы почувствуете, как внутренняя скованность уступает место ощущению свободы и силы, позволяя вам смело идти навстречу своим амбициозным мечтам. Активизация сферы общения в заключительной декаде мая может принести в вашу жизнь новые интересные знакомства и ценную информацию, которая может стать отправной точкой для совершенно неожиданных и многообещающих возможностей. Будьте открыты к новым идеям. Не стесняйтесь делиться своими мыслями и чувствами с окружающими. Ведь именно в процессе взаимодействия с миром рождаются самые значимые открытия. Возможно, вы встретите людей, которые разделят ваши взгляды и поддержат ваши начинания, открывая перед вами новые горизонты для роста и развития. Май 2025 года предоставит вам, дорогие козероги, интересную динамику лунного влияния, учитывая вашу связь с земной стихией и стремление к стабильности. Полнолуние 12 мая может стать для вас периодом кульминации в вопросах, связанных с вашими ценностями и ресурсами. Как знак, стремящийся к безопасности и стабильности, вы можете особенно остро ощутить влияние полнолуния в этой сфере. В это время могут проясниться важные финансовые вопросы или завершиться определенные этапы, связанные с вашим материальным благополучием. Будьте внимательны к своим решениям и постарайтесь сохранять хладнокровие и практичность, которые вам свойственны. Новолуние 27 мая символизирует новое начало для козерогов, особенно в сферах, связанных с работой, здоровьем и повседневными делами. Это может быть значимое время для постановки новых целей и намерений в этих областях. Вы можете почувствовать внутренний импульс к изменениям в своей рутине, к внедрению новых полезных привычек или к началу новых рабочих проектов. Это хорошее время для того, чтобы прислушаться к своим практическим потребностям и заложить фундамент для будущих достижений. Конец мая, снова растущая луна. Последние дни мая с возвращением растущей луны могут принести ощущение прилива сил и мотивации для реализации ваших планов. Вы можете почувствовать готовность к более активным действиям и взаимодействию с окружающим миром, особенно в профессиональной сфере. Общие рекомендации в мае 2025 года с учетом лунных фаз. Сохраняйте фокус. Ваша природная целеустремленность будет усилена лунными циклами, поэтому направьте свою энергию на достижение конкретных целей. Будьте практичны. Стремитесь к балансу между своими амбициями и реалистичными возможностями, особенно в периоды полнолуния. Используйте каждый лунный цикл. Растущая луна для начинаний, полнолуние для осознаний, убывающая луна для завершения, новолуние для планирования. В глобальном астрокосмическом контексте май 2025 года знаменует собой важный период для представителей вашего земного знака. Именно в этом месяце Сатурн, ваша планета-управитель, планета структуры, дисциплины и долгосрочных целей, совершает значимый транзит. Вспомните, как с марта 2023 года эта планета находилась в вашем втором доме, затрагивая вопросы ваших ценностей и ресурсов, побуждая вас к более ответственному отношению к материальной сфере и самооценке. В мае 2025 года Сатурн покидает ваш второй дом и перемещается в ваш третий сектор гороскопа, отвечающий за общение, обучение, окружение и поездки. Это может означать смещение фокуса на интеллектуальную деятельность, обмен информацией и налаживание связей. Вы можете почувствовать потребность в новых знаниях, расширении кругозора и более активном взаимодействии с окружающим миром. Однако, дорогие мои целеустремленные козероги, это не время для полного расслабления. Сатурн формирует важный аспект с Нептуном, планетой интуиции и воображения, что может привнести в вашу жизнь новые задачи, требующие как практического подхода, так и творческого мышления. Именно в мае 2025 года вы можете осознанно принять на себя новые обязательства, связанные с передачей знаний, налаживанием коммуникаций или реализацией долгосрочных проектов, требующих терпения и систематичности. Итак, дорогие козероги,
Май 2025 года открывает перед вами новые горизонты для роста и развития. Используйте этот период для укрепления своих позиций, расширения своих знаний и налаживания полезных связей. Помните о цикле обновления, который начинается сейчас. Будьте архитекторами своей собственной жизни, создавая прочный и надежный фундамент для будущих достижений. Доверьтесь своей мудрости и целеустремленности, и вы сможете преодолеть любые препятствия на пути к своим целям. Чтобы не упустить ни одной важной астрологической подсказки и всегда быть в курсе космических ритмов, не забудьте подписаться на наш канал. Здесь вы найдете самые свежие и глубокие астрологические прогнозы специально для вас. Если этот обзор оказался для вас полезным и вдохновляющим, поделитесь им с друзьями и близкими. А для тех, кто стремится к еще более глубокому пониманию своего личного гороскопа и желает узнать о своих индивидуальных благоприятных днях в мае 2025 года, а также получить персональные рекомендации, приглашаю вас заказать индивидуальный астрологический обзор. Это ваш шанс заглянуть за кулисы небесных влияний и использовать их мудрость для достижения своих целей. Что касается благоприятных дней в мае 2025 года для вас, Козероги, обратите особое внимание на периоды. Начало месяца 1-3 мая. Энергия после смены планетарных влияний может принести ясность в планах и новые возможности. Середина месяца 15-17 мая. Гармоничные аспекты могут способствовать успеху в деловой сфере и реализации ваших амбиций. Конец месяца 29-31 мая. Период растущей Луны может принести новые идеи и вдохновение для ваших начинаний в сфере общения и обучения. Однако помните, что каждый гороскоп индивидуален, и для более точного определения ваших персональных удачных дней необходим анализ вашей натальной карты. Пусть май 2025 года станет для вас временем мудрых решений, значимых достижений и глубокого внутреннего удовлетворения. Генрих Якович Жемчужный, практикующий астролог и эзотерик. До новых встреч под звездами.